Вы когда-нибудь задумывались, что некоторые дороги — это не просто путь из точки А в точку Б, а настоящее испытание на выдержку? В этом видео я расскажу вам о таких опасных маршрутах, где климат и перепады высоты делают каждый километр настоящим приключением. Здесь не все так просто. Вам придется испытать, как песчаные бури превращают автомагистрали в почти невидимые тропы, а местные обрывы поднимают уровень адреналина до небес. Но почему люди все же рискуют? Какие судьбы разворачиваются на этих извилистых дорогах? Приготовьтесь увидеть путешествия, которые заставят взглянуть на привычные трассы иначе. Дорога смерти в Боливии. Эта дорога считается одной из самых опасных в мире. Дорога Юнгас, известная как Дорога смерти, простирается на 43 мили между Ла-Пасом и Коройко в Боливии. Ее узкая ширина всего 10 футов в самых опасных местах, и крутые обрывы высотой до 2000 футов не оставляют шансов на ошибку. Самый страшный случай произошел в 1983 году, когда автобус с пассажирами сорвался с обрыва, унеся жизни более 100 человек. Аварии на этой дороге столь часты, что за год погибает в среднем 300 человек. Причиной становятся проливные дожди, которые размывают дорогу, густые туманы и практически полное отсутствие барьеров безопасности. Примечательно, что несмотря на репутацию, многие туристы специально приезжают сюда за острыми ощущениями, превращая дорогу смерти в экстремальный аттракцион. Китайские висячие дороги. Горные дороги Китая славятся своей живописной красотой и одновременно ужасающей опасностью. Самая известная из них – дорога в районе Тяньмэнь, состоящая из 100 поворотов на высоте около 5000 футов. Ее резкие изгибы делают движение по ней настоящим испытанием даже для опытных водителей. Но наибольшую известность получила дорога, вырубленная вручную в скале – тоннель Гуалян. Он был построен местными жителями в 70-х годах, чтобы соединить удаленное село с внешним миром. Протяженность дороги чуть больше мили, но ее узость и открытые участки делают каждую поездку опасной. Несколько лет назад автобус с туристами застрял посреди тоннеля, и попытки его вытолкнуть едва не обернулись трагедией, когда часть дороги осыпалась. Шоссе Карнак в Индии. Это шоссе, также известное как дорога 66, протянулось на сотни миль вдоль западного побережья Индии. Оно известно своими узкими полосами движения, непрерывным потоком транспорта и отсутствием четких правил дорожного движения. Водители на Карнаке часто превышают скорость и обгоняют на поворотах, что делает каждый участок потенциально смертельным. Несколько лет назад здесь произошла страшная авария. Грузовик, перевозивший строительные материалы, потерял управление и врезался в пассажирский автобус. В результате катастрофы погибло более 20 человек. Ситуацию на этой дороге усугубляют частые дожди, размывающие участки, и полное отсутствие освещения на ночных участках. Дорога на Аляске. Ледяная дорога Далтон на Аляске соединяет город Фэрбэнкс с нефтяными месторождениями Прудо-Бэй. Большая часть дороги проходит через дикие заснеженные территории, где температура зимой падает экстремальных температур. Опасность заключается в покрытии дороги. Сплошной лед, который делает управление машиной невероятно сложным. Известным случаем стало происшествие, когда грузовик, перевозивший топливо, занесло на участке с сильным ветром. Машина перевернулась, и водителю пришлось выживать в экстремальных условиях несколько дней, пока не пришла помощь. На этой дороге чрезвычайно важно следить за погодой, так как бури могут полностью заблокировать путь в течение нескольких минут. Перевал Гата-Лупс в Гималаях. Этот перевал находится на высоте более 17 тысяч футов и входит в состав одной из самых высоких дорог мира – маршрута Манали-Лех. Перевал знаменит своими острыми петлями, их более 20 на небольшой дистанции, и каждой присуща смертельная опасность из-за узости дороги и крутых обрывов. Один из самых трагических случаев произошел несколько лет назад, когда туристический джип перевернулся на одном из поворотов из-за плохой видимости и снега. Все 6 пассажиров погибли. Нередко водители сталкиваются с нехваткой кислорода на большой высоте, что делает их реакции медленнее, а зрение хуже. Несмотря на все опасности, перевал остается популярным среди туристов из-за захватывающих видов. Страна без правил, дороги Египта. Египетские дороги известны своим хаосом, где правила дорожного движения игнорируются практически всеми участниками. Самым опасным считается шоссе Каир, где машины мчатся на высокой скорости, а аварийные ситуации возникают буквально каждую минуту. Несколько лет назад произошло масштабное столкновение 50 автомобилей из-за густого тумана. Катастрофа унесла жизни более 20 человек, а еще десятки получили тяжелые травмы. Дополнительную угрозу создают плохо освещенные участки дорог и отсутствие ограждений, что делает шоссе смертоносной ловушкой для любого, кто проезжает по нему в ночное время. Смертельный маршрут Транссибирья. Транссибирская магистраль в России – одна из самых длинных дорог в мире, но вместе с этим и одна из самых опасных.
Особенно проблемным считается участок на Дальнем Востоке, где дорога превращается в грязное, размытое направление без покрытия. В 2010 году из-за сильного паводка множество автомобилей застряли на участке магистрали, оказавшись отрезанными от цивилизации. Водители и пассажиры вынуждены были ждать спасателей более недели, а запасы еды и воды заканчивались уже на третий день. Часто здесь можно встретить диких животных, включая медведей, что добавляет выживанию дополнительную опасность. Авеню потерянных душ в Амазонии. Дорога БР-319 в Бразилии, известная как Авеню потерянных душ, проходит через тропические джунгли Амазонии. Она была построена в 70-х годах прошлого века, но из-за отсутствия должного ухода практически разрушилась. В сезон дождей дорога превращается в месиво из грязи, где застревают даже грузовики с полным приводом. Один из самых известных случаев произошел несколько лет назад, когда группа путешественников застряла на трассе. Их автомобиль сломался, и они провели несколько дней в джунглях без связи с внешним миром. Лишь чудом они смогли выжить, питаясь тем, что находили в лесу. Смертельная угроза исходит от диких животных, в том числе ягуаров и змей, а также от болезней. Дороги туманов в Норвегии. Горные дороги Норвегии, такие как знаменитая Атлантическая дорога, поражают своей красотой, но становятся смертельно опасными из-за частых туманов и штормов. Одна из самых известных дорог — Трольстиген, или Лестница троллей. Ее крутые повороты и отсутствие видимости из-за низких облаков делают каждую поездку по ней настоящим испытанием. Несколько лет назад туристический автобус, спускаясь по этой дороге, потерял управление на скользкой поверхности. Автобус перевернулся, пострадало более 20 человек. Несмотря на усилия местных властей по улучшению безопасности, эта дорога остается одним из самых опасных маршрутов в Европе. Шоссе пустоты в Австралии. Шоссе Эйр, пересекающее пустынные территории Австралии, это 1000 миль практически прямой дороги без городов и цивилизации. Водителям приходится бороться не только с изнуряющей жарой, но и с сонливостью из-за монотонности маршрута. На этом шоссе часто происходят аварии, вызванные усталостью или дикими животными, выбегающими на дорогу. Несколько лет назад произошел инцидент, когда автомобиль с туристами заглох посреди пустыни. В течение нескольких дней люди оставались без воды и еды, пока их не нашли спасатели. Это место известно еще и тем, что связи нет на большей части маршрута, поэтому любая поломка может обернуться настоящей катастрофой. Тоннель Гуалян, Китай. Этот знаменитый тоннель, проложенный в скалах провинции Хэнань, заслуженно считается одним из самых опасных маршрутов в мире. Длина его составляет чуть более 1 мили, но ширина дороги едва позволяет проехать одному транспортному средству. Кроме того, тоннель имеет множество окон, которые создают риск падения, если водитель теряет контроль. Несколько лет назад здесь произошла трагедия. Автобус, полный школьников, сорвался с дороги после того, как водитель не справился с управлением на крутом повороте. Падение привело к гибели большинства пассажиров. Этот случай напомнил миру о том, что дорога, построенная вручную местными жителями, хоть и является уникальным архитектурным решением, не соответствует современным стандартам безопасности. Мосты ужаса в Пакистане. В Пакистане множество мостов через глубокие ущелья, но самым известным является мост Хусейни. Это подвесной мост, сделанный из деревянных досок и веревок, связывает две части региона Гилгит-Балтистан. Ветер на высоте делает его особенно опасным, а доски часто отсутствуют или подгнили. Несколько лет назад турист, пытаясь пересечь мост, сорвался в реку Гунза. Этот инцидент вызвал обсуждение необходимости модернизации инфраструктуры, но по сей день мост остается на своем месте. Несмотря на риск, он привлекает любителей экстремальных приключений, готовых испытать свою судьбу. Соляная ловушка Боливии. Салар-де-Уюни – крупнейшее соляное плато в мире, которое одновременно является одной из самых опасных дорог. В сезон дождей плато покрывается тонким слоем воды, и путешественники часто теряются, так как из-за отражения неба поверхность кажется бесконечной. Несколько лет назад группа туристов, пытавшихся пересечь плато на внедорожнике, заблудилась из-за навигационных проблем. Машина сломалась, и они остались без еды и воды. Спасатели нашли их спустя 4 дня, но 2 человек погибли от обезвоживания. Соль также разрушает автомобили, приводя к поломкам и делая путешествие по этому месту крайне рискованным. Безумный круг в Париже. Кольцевая дорога вокруг Триумфальной арки в Париже – настоящий кошмар для водителей. Здесь нет четких линий разметки, и каждое движение на этом круге превращается в игру на выживание. Водители вынуждены ориентироваться на интуицию, а аварии происходят практически ежедневно. В 2018-м массовое столкновение 12 автомобилей из-за несоблюдения дистанции стало одним из самых крупных инцидентов на этой дороге. Хотя здесь редко случаются смертельные случаи, количество аварий и стресса, испытываемого водителями, делают этот участок печально знаменитым. Дьявольский коридор в Непале. Дорога Арун-Валли в Непале проходит через одну из самых труднодоступных местностей в Гималаях. Этот дьявольский коридор представляет собой узкую извилистую дорогу с практически вертикальными обрывами.
Сезонные оползни и отсутствие дорожного покрытия делают поездки по ней крайне опасными. Несколько лет назад автобус, в котором находились местные жители и туристы, упал в ущелье из-за обрушившегося участка дороги. Погибли более 30 человек. Этот случай стал напоминанием о том, что некоторые дороги, несмотря на их важность для соединения отдаленных деревень, представляют огромную угрозу для жизни. Дорога скелетов в Намибии. Этот маршрут проходит через пустыню Намиб вдоль Атлантического побережья. Его название «Дорога скелетов» произошло из-за множества выброшенных на берег кораблей и останков животных, погибших в этих суровых условиях. Здесь нет цивилизации, а жаркий климат, песчаные бури и отсутствие водных ресурсов делают поездки настоящим испытанием. Несколько лет назад двое исследователей, пытавшихся пересечь дорогу на внедорожнике, оказались без топлива в 50 милях от ближайшего населенного пункта. Несмотря на спутниковую связь, спасатели добрались до них слишком поздно. Этот случай стал трагическим подтверждением того, что без тщательной подготовки дорога скелетов может стать последним маршрутом в жизни. Лестница в небо на Гавайях. Есть и такие дороги, которые опасны не для транспорта, а для пешеходов. Например, знаменитая тропа, известная как Хайку Стейрс или Лестница в небо, находится на острове Оаху. Она состоит из почти 4000 ступеней. Она представляет огромную опасность для тех, кто пытается ее покорить. Тропа заброшена и закрыта для посещения, но это не останавливает любителей экстрима. В 2020-м молодой турист сорвался с высоты и получил серьезные травмы, пытаясь добраться до вершины в условиях сильного ветра. Этот инцидент стал напоминанием о том, что природные красоты Гавайев могут быть крайне опасными для неподготовленных искателей приключений. Смоляная тропа в Венесуэле. Дорога Лос-Камарос в Венесуэле проходит через заболоченные районы, где асфальт буквально тонет под тяжестью автомобилей. Высокая влажность, нестабильное основание дороги и обилие трещин делают этот маршрут настоящей ловушкой. Несколько лет назад автобус с рабочими застрял посреди дороги, когда передняя ось провалилась в размягченную смоляную массу. Людям пришлось эвакуироваться пешком, а автобус так и остался погребенным в смоле. Это происшествие стало символом того, насколько ненадежна инфраструктура в этой местности. Заброшенный перевал в Аргентине. Перевал Ла-Карретера в Андах связывает Аргентину и Чили. Он был построен 100 лет назад, но с тех пор практически не поддерживался в рабочем состоянии. Дорога усеяна острыми поворотами, крутыми подъемами и многочисленными туннелями, многие из которых находятся в аварийном состоянии. Несколько лет назад пара туристов решила пересечь перевал на внедорожнике, но из-за снежной лавины их машина была заблокирована. Им пришлось провести 3 суток в холоде, пока спасатели не смогли расчистить путь. Этот случай вновь подчеркнул важность подготовки к поездкам по старым и заброшенным дорогам. Черный путь. Эта дорога, пересекающая пустыню в Алжире, представляет собой узкую, едва различимую тропу, которую легко потерять из виду из-за песчаных бурь. Здесь нет никаких отметок или указателей, а климатические условия делают каждую поездку настоящим вызовом. Несколько лет назад караван грузовиков, перевозящих продовольствие, сбился с маршрута из-за плохой видимости. Несколько машин были полностью поглощены песком, а оставшиеся водители несколько дней выживали без воды, пока их не нашли спасатели. Этот случай стал ярким примером того, насколько опасно пересекать пустыню без опытного проводника. Каньон смерти в Мексике. Дорога через каньон Эль-Чико в Мексике представляет собой извилистый маршрут, проходящий через крутые склоны и узкие ущелья. Частые обвалы камней и отсутствие ограждений делают поездку по этой дороге крайне опасной. В 2015-м туристическая группа из 5 человек погибла, когда их автомобиль был сбит с дороги внезапным обвалом. После этого случая дорогу временно закрыли для очистки, но она остается важным маршрутом для местных жителей и продолжает привлекать любителей экстремальных поездок. Когда мы смотрим на эти дороги, становится ясно, что они требуют от водителей максимальной концентрации, опыта и самообладания. Люди, которые осмеливаются путешествовать по таким опасным маршрутам, знают, что любая ошибка может стоить им жизни. И хотя большинство из нас никогда не окажется на перевале в Гималаях или на тропе, опасности подстерегают нас и на привычных дорогах. Отвлечься на телефон, пропустить знак или не заметить другого водителя — этого бывает достаточно, чтобы попасть в аварию. Даже на идеально ровной трассе нужно оставаться сосредоточенным. Я желаю вам удачи на дорогах. Пусть каждая поездка будет безопасной, а ваше внимание всегда остается на первом месте. Берегите себя и своих близких.